Здравствуйте, мои дорогие. Мы сейчас погадаем на важную тему. У меня, если честно, не особо поворачивается язык гадать на такие обычные темы, которые мы с вами и гадаем. Но вот сейчас такая, знаете, ночь, которая многое что решает. И мы сейчас с вами погадаем на тему, сделаем общий расклад, что нас всех скоро ждет. Всех, кто открыл этот расклад и смотрит. Давайте посмотрим. В этой вот ситуации, в которой мы сейчас живем, в этой ночи, в которой мы с вами все живем, да, давайте посмотрим, что же нас ждет вообще, в общем. Ну, вы знаете, о чем я. Давайте посмотрим, что нас скоро ждет. Рыцарь кости. Я, знаете, девочки, уже на эту тему раскладывала. Я реально раскладывала это, но я не выкладывала. Точнее, я это даже загрузила. И, возможно, я решила, когда это все кончится, просто открою доступ, чтобы вы даже вот посмотрели, да. Почему я это не хотела делать и до сих пор не хочу? Потому что у нас с вами должна жить какая-то надежда, да. Эм, вот когда мы спускаемся на какое-то дно двумя ногами, да, у нас появляются крылья, два крыла для того, чтобы взлететь, это мобилизирует внутренние силы наших с вами тел, скажем так, да, сердца. И, например, если экономика и политика лежат на поверхности, это то, что внешне влияет на нашу как-то жизнь, да, наступает он должен наступить или нет? Тот момент, когда мы должны мыслить какими-то высокодуховными моментами, да? То есть мы должны с вами думать сердцем, а не просто головой решать насущные проблемы. Вот я вам советовала посмотреть фильм, экранизация 2016 года «Война и мир» Льва Толстого. И она мне настолько сильно зашла, просто, понимаете, я там и смеялась, и плакала. Я переживала за каждого героя, да. Я даже вот там про войну были кадры, ну, как и в самом романе, если это так можно назвать, да. Хотя я бы даже это романом просто не назвала. И смотрите, я к чему это веду, да, что я уже делала этот расклад, который я не хочу выкладывать в общий доступ для того, чтобы беречь нас с вами, да, и где-то не высказывать какие-то точки зрения, чтобы не разъединять, чтобы в голову никому не пришло устраивать какие-то срачи, да. А, Это наша с вами земля, и мы с вами повязаны вообще кровью, понимаете? Тут слушать те же новости, вот просто голова начинает от них болеть на самом деле. Я к чему это? Вот эти две карты мне уже выпадали. Хермит — это отшельник, девочки, девятый старший аркан. И вот этот рыцарь кости. Они уже выпадали вот в этом раскладе. И это два вот этих вот человека, понимаете, про которых речь-то идет сейчас во всем мире. Девятка — отшельник, девятый старший аркан — отшельник. Это тот, который перекраивает мир так, как он захочет, и нигде не видит поддержки. А рыцарь кости, я вам скажу, это не король, девочки. Король — это человек, который думает, да, и действует, управляет государством. А рыцарь кости — это тот, который действует, но думает как бы за него. И вот это идет, они вместе, они выпадали у меня вчера. Я думаю, нет, я не буду это выкладывать, думаю, в YouTube. Но раз я сейчас это делаю, вторую попытку, да, переосилить просто себя, чтобы гадать на эти темы. Причем я вообще не хочу там хайпиться, как некоторые начинают, знаете, на политике, на всех этих таких вот болезненных темах, там где-то искать славы какой-то, там еще чего-то. У меня такого нету, потому что я переживаю за всех нас, да, и мне хочется, даже не видя кому-то, не смотря в глаза, потом смотреть в глаза этому человеку честно и быть на одной волне с ним, понимаете, а не для каких-то таких целей.
Что нас ждет скоро? А, В ближайшее время нам будет всем очень трудно. Нам всем будет очень трудно. Это выпали 3 карты мечей. То же самое у меня выпадало в том раскладе, который я не выложила. Но там, и вот я почему это повторяю, потому что там были такие моменты, и я решила, что надо говорить более так честно, да, про это все. И думаю, что все равно я выбираю сейчас настолько слова, вы даже не знаете, насколько, да. Или догадываетесь, девочки. У меня даже вот сейчас вот просто в груди, да, сердце настолько болит, оно по-настоящему болит. Нам будет трудно из-за вот этого столкновения. И вот это столкновение интересов, причем один об этом открыто говорит, а другой выполняет волю какую-то другую. Потому что вот это столкновение рыцаря и отшельника. Повторюсь, отшельник, старший аркан. Он сейчас не в противодействии, например, с другими фигурными старшими арканами, которые изображают людей. Да? Тут он один. И в том раскладе он тоже выпадал один. Это как мертвый против живого. Вы тут, знаете, вот между строк просто читайте. Вот то, что я говорю, да, просто между строк. И когда человек чувствует что-то, что произойдет когда-либо, да, с ним самим, это усиливает какие-то его действия для того, чтобы, типа, знаешь, как это один раз живем, типа, да, я должен выполнить свою кармическую задачу. Он ее и выполняет. Я сейчас не говорю, но я думаю, вы сделаете выводы определенные свои. А другой рыцарь это не король, понимаете? Не король государства. Да, можно называть его по-разному. Наместник, либо выполняющий действия определенные от каких-либо лиц или от какого-то лица. И сейчас вот это противостояние вот этого кармического отшельника, полуживого, полумертвого, как, знаете, Кощея, бессмертного, скажем так, и противостояние живого человека, живого мужчины, но королем не являющимся. Дальше выпал у нас 13-й старший аркан. Что скоро нас ждет. То, что, смотрите, 13-й старший аркан. Что это такое? Это не совсем смерть. Но вы поняли, да, о чем я имею в виду. Но то, что будет, как говорится, новодел какой-то, этого нам не избежать. Тем более, если объяснять вам карты Таро, 21-й старший аркан мира, и я всегда говорила, что это не последний аркан. После него есть другие арканы. Там идет вплоть, ну, откроем карты, да, и до 26 есть, и 28 тоже есть. Но они их почему не изображают? Потому что они полупрозрачные, скажем так. И нарисовать вот это практически невозможно. Тем более люди в основном всегда хотят знать именно то, что окружает их, да, что будет с ими самими. Но начиная с 22-го старшего аркана привязки к бытию нету. И это карты полупрозрачные. Это карты уже такого божественного провидения. И они их не рисуют, потому что они трудно объяснимы для отдельно стоящего человека. Это уже идут эгрегорные карты, понимаете? И вот выпала тут карта смерти. Да? Это очень тяжелая карта. Эта карта говорит о том, что я выбираю слова сейчас. Уйдет человек.
живой человек, он уйдет из жизни, скажем так, да. И из-за того, что вот это чувствуется уход из жизни, это может длиться и 8 лет, и 9 лет, понимаете? Но когда человек это чувствует, в нем начинает вот что-то такое просыпаться, что не выходило из него, из будничной, обычной его жизни, понимаете? Я про управление тоже говорю. И вот этот вот передел, он переделает не то, что наш быт с вами, он переделает нас с вами. Вот этот передел. 22-й старший аркан – это аркан Ананта. Это зародыш, это нерожденный ребенок, который должен прийти и должен родиться. И нас это все ждет. И почему вот 2022 год, да, это год не просто верховной жрицы, да, их тут много, девочки. А кто рожает ребенка, мужчина или женщина? Женщина рожает, да? И вот к нам идет вот этот 22-й старший аркан Анант. И так как он находится над нашим бытием, таким вот, когда мы живем день на день, да, это то же самое, как беременность. То есть мы сейчас в состоянии, когда мы зачали вот этого ребенка. Но должно пройти, как у человеческих родов, скажем так, да, грубо говоря, может быть где-то неправильно, но все же. 9 месяцев проходит до того момента, когда рождается маленький человечек. И мы сейчас с вами находимся в том состоянии, когда мы, скажем так, грубо, но все же, да, вот это с подборкой таких вот метафор, да, мы находимся сейчас в стадии беременности. И знаете кто? Не мужчины, которые сейчас выясняют отношения, ну, тоже подбираю сейчас слова, это мы находимся с вами в вот этом состоянии беременности. Понимаете? Мы вынашиваем с вами. И не одна, все мы женщины. И вот когда случаются войны у человечества, да, почему на войны идут именно в основном, ну, большинство, да, это мужская работа. Воевать друг с другом, да. У войны тоже есть один сакральный смысл, который присущ всему человечеству. Почему человечество, оно всегда было кровожадным, понимаете? Собаки, например, против собак не воюют, собаки против котов, да? Это инстинктивные, у млекопитающих немножко по-другому. А у нас вот эта черта такой вот какой-то кровожадности, она есть. И она есть не у женщин, обратите внимание. Эта черта кровожадности присуща, ну, в основной массе мы берем, мужчинам именно. И вот обратите внимание, что биологически мужчины меньше живут, чем женщины, да, и даже по всем сводкам, по всем правилам, типа, средняя продолжительность жизни у мужчины всегда меньше. Я вот к этому клоню. И да, это они это делают все, потому что на этот момент мы с вами творим не просто бытие, мы женщины, мы творим не наше с вами бытие, когда мы просыпаемся, засыпаем, кормим кого-то или, ну, занимаемся своими обычными делами. Мы с вами сейчас рожаем, грубо говоря, на уровне нашего человеческого эгрегора. Понимаете? И если мы, например, что-то было далеко раньше в других вот этих восточных странах, да, какие-то боевые конфликты и все остальное, да, что вот с Афганистаном было, с Ираком, что было и все остальное, там вот этот вот передел, рождение вот это новых эгрегоров как государств, но государство и эгрегор не всегда совпадают, понимаете? И получается, объединение, например, государств, либо раздел государства на части, это вот, если относиться к государству, как и эгрегору, это вот политика. Но житие наше, бытие, наша жизнь в нашем человеческом эгрегоре,
она тоже подчинена определенным законам. И вот эти определенные законы как раз-таки очень часто называют провидением Божьим, да. И всегда, и вспомните, как женщины рожают. Нам всегда больно, да. Но, а потом мы с заботой относимся к тому новому человеку, которого мы родили. И вот сейчас на уровне, я вот хочу, чтобы вы поняли, мы сейчас рожаем на уровне не физических наших тел, а на уровне вот этих наших эгрегоров. И вот эти вот политические моменты, которые сейчас происходят у нас, да, это на самом деле, вот, знаете, сегодня в час обед, завтрак у нас в 8 часов утра, а тут по расписанию автобус должен прийти во столько-то, и я поеду на работу, потом назад. Ну вот к этому, да, только выше идет. А то, что происходит сейчас, мы должны это вытерпеть. И будут роды у нас. На рождение эгрегора, как вот на рождение звезды. Вот звезда как рождается? Вот если с астрологией сравнить, с астрономией. Звезда рождается в взрыве. Как кольца Сатурна возникли, планета ударилась, да, и ее притянуло гравитационное поле другой планеты. Кольца Сатурна — это планета, которая была недалеко от Земли. И нам сейчас трудно. Да, нам трудно. Вы хотите знать, когда это кончится? На этот вопрос чисто вот политику, если обсуждать, да, вот этот момент, когда это... А как понять, когда это кончится? Вот как мне объяснить украинкам, россиянкам, белорусскам, полячкам, понимаете, американкам, японкам, китаянкам, потому что у меня международный канал, мусульманкам разных стран. Как мне объяснить, когда это кончится, когда они немного в политическом плане, да, своего государства относятся немножко к разным вот таким вот более низким эгрегорам. И если я буду где-то вот топить за что-то, да, и рассказывать вам, я могу погадать отдельно, например, про один эгрегор, про другой, про третий, но я на это не гадаю, понимаете? Если бы я делала эти вот какие-то политические, экономические расклады, мне каждый человек дорог, понимаете? И сейчас вот эта вот тяжелая тема вот этого вот гадания. В общем, сразу я вам говорю, да, ближайший вот этот год мы, девочки, ходим беременные. У нас токсикоз, нам плохо, мы переживаем. И вот смотрите, как мы, когда мы в беременной, мы не ходим супер счастливыми, да, мы переживаем все время. Нам хочется клубники зимой. Или хочется чего-то нюхать еловые ветки зимнего воздуха летом. Понимаете? И нас вот тут кошмарит, носит, но мы понимаем, что мы носим что-то новое. Вот сейчас вот к этой ситуации, в которую мы с вами попали, да, вот относитесь так же, как я к этому отношусь. Нам будет тяжело, но все разрешится. Вот этот наш с вами ребеночек, и не один, они родятся, понимаете, новыми. Мы с вами будем новыми, люди вокруг будут новыми, потому что мы с вами вот на этот мир, на мир перемирия и повлияем. И знаете, в чем момент такой, да? Вот смотрите, вот сейчас вот эти вот и ведутся там действия, да, всякие. Все страдают, все переживают, плачут. Я была в парикмахерскую, заходила, парикмахер, девочка, плачет, понимаете? Если вы думаете, там, ну, кто переживает, кто не переживает, все переживают, все. У меня мама тоже вот из этого плакала и всего. Вы думаете, я от этого не переживаю? Еще как переживаю. В общем,
Нам еще придется походить в этом состоянии для того, чтобы родить вот этот новый мир, в котором мы будем с вами жить. И я вам скажу, что вот как раз-таки это состояние вот этого токсикоза. Вот сейчас это этот токсикоз, когда с нас вот это вот все выходит, понимаете, и нам плохо, нас штормит, мы не понимаем чего-то, да. Мужчины там пытаются что-то решать, как-то вести себя. Но вот вспомните, помните, может, кто-то читал «У войны не женское лицо» Светлану Алексеевич, которая собирала записи, как переживают женщины, как переживали женщины Вторую мировую, да, жены бойцов, как они видели, как они сидели возле своих мужей умирающих, или как они шли в бой там, или еще что-то. Там я, например, эту книгу вот просто затерла до дыр в свое время, понимаете, потому что она настолько насыщена была вот этой женской энергетикой. И когда вот мы сначала, знаете, вот на поверхности: я за этих, я за тех, хорошо бы это, хорошо бы то. Но когда вот мы падаем на вот это дно, а каждый из нас, каждая женщина на это дно упадет, девочки, в этом году. Но у нас в этот момент будут 2 ноги стоять крепко на этой земле, для того, чтобы подняться вверх, подпрыгнуть и полететь. Понимаете? И это не мужчины будут делать, а мы. И когда наступает просветление, как оно наступило, пришло к Пьеру Безухову. Посмотрите вот этот фильм, экранизацию 2016 года. Вот просто посмотрите, да, насколько можете. Там 6 серий. Для того, чтобы, с одной стороны, и отвлечься от этого всего, что происходит, и в то же время углубиться в это. Причем это международная работа. Снимали, по-моему, там э, на Западе. Написал этот роман русский писатель, понимаете? Но там каждому герою сопереживаешь, потому что они в этом состоянии находятся, в котором находимся мы сейчас с вами. Только немного декорации поменялись. И знаете, почему я советую? Потому что там все про женщин, все про нас. Вот все, что, что мы сейчас с вами гадали и гадаем, и будем гадать. Мы будем гадать на вот это зарождение чувств, на продолжение или умирание любви. А для того, чтобы ее полностью вот так вот испытать, эти вот испытания делают нас сильнее. И я к чему это все веду, девочки? К тому, что вот эти вот карты, одни мечи и карта смерти выпала. Но если кому-то это что-то облегчит, понимание, да, вот этот старший 9-й аркан, он уже практически мертв. Просто вот это конец его кармической какой-то задачи, которую он выполняет. А мы с вами выживем, и мы будем носительницами нового мира. Понимаете? Давайте посмотрим, что нас скоро всех ждет. Мы с вами все вместе вот объединимся не на уровне государств, мы объединимся с вами на уровне сердец и понимания, в какую ситуацию мы попадали. То Беларусь, то Казахстан, то сейчас Украина, то Ирак, то женщины Афганистана, других стран, каждая страна, вот все время где-то что-то такое идет, войны, да, и мы с вами что-то родим, девочки. И точнее не неведомую зверушку, а это будет новый мир, новый эгрегор какой-то, который мы с вами родим. И если вы хотите геополитику тут, да,
усмотреть где-то, то да, будет объединение, но объединение не в сфере сейчас той политики, которая сейчас существует, и экономики, да, и не тех государств, которые сейчас противостоят друг другу, особенно теми границами, которые сейчас есть. Понимаете или нет? Это родится новая объединенная, ну скажем так, близко к геополитике, новая страна, новые реалии. И не только одна страна, и другая родится, и третья родится. Те, которых, может, сейчас меньше всего, как говорится, касается, кто далеко, это тоже будет новая страна. Геополитически вот эти границы, которые сейчас, они уже начинают канать в историю, понимаете? У нас будут новые границы. А новые границы не мужчины сейчас решают, как делать, а вот то состояние, которое мы сейчас переживаем, мы его переживем. И вот все, кто, как говорится, останется и заработает, знаете, как атомы в молекуле, когда они собираются, потому что притягивается электромагнитное поле, да. И вот сейчас мы, именно женщины, притягиваемся к друг другу, как сформируя другое электромагнитное поле, не то, которое было еще вчера. Или даже не то, что вчера, еще было в 2019 году. Понимаете? И мы с вами родим вот эти вот новые, скажем так, государства, у которых границы будут другие, чем сейчас. Понимаете? И вот вы, кстати, видите вот это вот разделение разнодумающих людей по всему миру. Понимаете? Одни поддерживают кого-то, а другие, наоборот, не поддерживают. Кто-то говорит, да, да, там молодцы, а кто-то говорит, я хочу мира. И если вот так вот очень грубо говорить, это половины, да, как говорится, 50 на 50. Тот шанс, вот как раз таки в выражении, да, 50 на 50, может повезет нам, может нет. Именно 50 на 50. Это вот это золотая какая-то такая вот середина. И мы сейчас, согласно вот этих своих внутренних чувств, и самоорганизуемся. Потому что это наша природа, так самоорганизовываться. И никакие границы геополитические, скажем так, да, они бордерлайны никакие, колючие проволоки, ничего нас от этого не удержит, мои дорогие. И поэтому, вот, когда говорят, я хочу мира, давайте будем жить мирно и все остальное, а мы будем жить мирно, но уже в других реалиях бытия нашего и в других границах. Просто для того, чтобы родилась эта новая звезда, но нужен вот этот какой-то взрыв, понимаете, как вот у рождения, как в астрономии, да, рождение. А вот этот взрыв, он не тот, который где-то на улице. Нет, совсем нет. Это тот взрыв, когда мы чувствуем, что все, жесть какая-то наступила. И когда у нас наступает это вечное сияние чистого разума, понимаете? Вот вы это, может быть, чтобы освежить вам ощущение того, о чем я говорю. Посмотрите, пожалуйста, 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 пожалуйста. Посмотрите же фильм «Война и мир» 2016 года. 6 серий. Вникнись. Вы найдите там вот себя, к примеру. Это все будет еще происходить. Вот смотрите, сколько у нас длился коронавирус. Это тоже, это же не просто так. Вот этот коронавирус, это вот, может кто-то считать, там, часть мирового какого-то заговора или еще что. Это все к одному, понимаете?
Все к одному. И даже можете задуматься, вот кто любит Таро, можете задуматься об интерпретации 21-го старшего аркана. Мир называется. 21-й старший аркан. Кто хочет, вот подумайте, почему все забыли? Вот кончился 21 год, и резко все сейчас практически забыли про коронавирус. И резко началось то, что чего никто не ожидал, как будто было бы, да. В прошлом году об этом думали, а в этом все случилось. А коронавирус хоба, как, знаете, как корова языком слезала, да? Вдруг он так облегчился, вот этот коронавирус. Уже все, каждая была, каждый штамп был супер такой, этот тяжелый, тяжелый, а потом хоба, и уже вот этот стал таким каким-то легким, как насморк. С чего бы вдруг в начале 2022 года, да? Вот вам логика, вот эта вот большая логика. И смотрите, что нас ждет, да? Вот это вот смерть, а потом башня и влюбленные. Причем вот это как раз и идет наше с вами вот это возрождение, рождение. А в противостоянии в пике всего вот эти рыцарь, кости и отшельник. Давайте еще посмотрим. Вот смотрите, вот специально, как хорошо вот картами говорить. Вот реально, как хорошо говорить картами. Давайте посмотрим, что нас ждет на бытовом уровне в ближайший месяц. Что нас ждет в быту в ближайший месяц? Туз мечей, паш костей, девятка кубков. Смотрите, как карты прикольно выпадают. Ну, как прикольно, да? Туз мечей от человека живого, паж костей, девятка кубков. Нас ждут тревоги за близких, да? Нам будет все время хотеться кому-то звонить, особенно вот мужчинам. Хотеться будет звонить и выяснять, что да как, что да как. Мы будем нуждаться в этих вот новостях. Дальше. Туз. Вот смотрите, туз, туз. Фигура, фигура. Кубки, кубки. Что нас ждет дальше? Они практически друг за другом и выпадают. Туз рисков, хазардов, рыцарь мечей, восьмерка кубков. Что нас ждет? И мы будем все звонить, выяснять что-то. Вот все время будем звонить мужчинам, чтобы выяснять. Нас прям как это намазано будет для того, не абстрагироваться, а наоборот, вот окунаться в эти новости. Все вот это вот мировое. Будет тянуть. Никто не захочет уйти, как говорится, в лес и забыться. Нет, никто. Ни одна живая душа. Я про девочек, женщин говорю. Туз хазардов. Туз хазардов от рыцаря мечей. Нас всех сильно испугают. И нам, и из-за того, что сильно нас испугают, мы будем все делиться вот этим испугом с другими. Вот тут вот читается такая цепочка, да. Вот смотрите, как мы себя все будем чувствовать. Мы будем звонить кому-то, узнавать все время. Мы будем окунаться в вот эти вот новости, новости, новости. И потом после этих новостей мы будем, вот наберемся вот этого всего, и мы будем этим делиться. Вот что нас в марте ждет. Хорошо, что будет в марте? Королева мечей, справедливость, король мечей. Мы с вами будем объединяться по интересам с мужчинами.
Вот помните то, что я вам вот в начале говорила про вот эти вот эгрегоры, да? И смотрите, так как мы мужчин породили, скажем так, да, и вот в эти моменты мы сейчас будем объединяться по не каким-то даже своим просто желаниям, да, мы будем инстинктивно присоединять к себе мужчин, м, во имя вот этого восьмого старшего аркана правосудия. Это как на русский язык? Это как перевести на вот обычный лад, на бытовую жизнь, да? Это как, например, помните, давайте вернемся в туда, во Вторую мировую, да, когда, например, голодный-холодный какой-то, знаете, пленный, к примеру, был, и его женщинам хотелось покормить. То есть она не считала его там, да, там враг, да, там это, но она хотела спасти его жизнь, душу его спасти. И вот сейчас, вот в ближайшее время, мы будем вот этими переносчиками с вами новостей переносить это все через себя, причем конкретно мы будем бояться, будет страх, неуверенность, ужас будет. И вот эти новости мы будем говорить кому-то другому. Понимаете, мы как с вами вот сейчас как передатчики вот в этом месяце работаем. Но в то же время получается, знаете, это как мы, получается, вот эту вот песнь заводим, и эти слухи не от мужчин будут распространяться, мы, женщины, это будем в себе переваривать. Именно женщины. Я здесь выделяю, да, вот тех, кто рожает, скажем так. И королева мечей, правосудие с королем мечей, мы будем с вами объединяться. Вот смотрите, как как атомы в молекуле объединяются, да, так мужчина с женщиной объединяется. Вот семья, ячейка общества, да, общепринятый э, порядок. Муж и жена. И вот сейчас у нас по правосудию будут мужья, у нас по правосудию будут сыновья, у нас по правосудию будут наши близкие, кого мы будем любить. Понимаете? И это совершенно не связано вот именно вот прям напрямую там тот враг, тот не враг. Мы будем вот этот новый эгрегор с вами формировать. Вот такие дела. Но это на март, что нас ждет в марте. Хорошо, а что нас ждет вот в экономике в марте? О чем там договорятся сегодня ночью? 10-й старший аркан Фортуна, повешенный и сила. Ну, сегодня вот одна из тех решающих ночей. Смотрите, как вот карты описывают сегодняшнюю ночь, да? Фортуна, повешенный и сила. Фортуна, 10-й старший аркан, 12-й и 11-й. 10, 11, 12. Вот в эту ночь, как говорится, крутятся по часовой стрелке старшие арканы. А когда мы раскладывали, что нас ждет, помните, был 13-й старший аркан и 14-й, кстати, был. Вот мы сейчас с вами по хронологии, по время хронологии Таро, мы находимся с вами как раз-таки 9-й старший аркан. Все зачал. Сегодня вот эта вот ночь X, когда все решается, и когда образуется повешенный. И в то же время эта сила повешенного тоже образуется. То есть обратите внимание, повешенный и сила. Какая может быть сила у повешенного? Скажем так, будет жертва, но вот эта вот жертва аккумулирует огромную силу. Вот как взрыв формирует новую звезду. И вот как раз вот это высвобождение сильной энергии, вот оно и будет сегодня ночью. И еще один момент для тех, кто увлекается лунными календарями здесь. Вот смотрите, сегодня у нас
Ну, еще чуть-чуть у меня тут идет еще 27 февраля, да, когда я делаю этот расклад. Но, может быть, он сейчас выложится, может, немножко попозже. И у нас будет 28.02 2022 года. Правильно? А угадайте, какой лунный день будет 28.02? Совпадают, видите? 28 и 28. Но это еще не все, что они совпадают. Дело в том, что у нас получается как два, смотрите, вот немножко как лунный день не совпадает, лунный месяц не совпадает с календарным днем. И по идее у нас получается новолуние 2 марта, да, 2.03. Но было бы, если 29 число, то первый день новолуния был бы 1 марта. Понимаете? Из-за того, что вот тут вот у нас вот такое вот летоисчисление, скажем так. И первый старший аркан как начало и как новолуние, оно должно быть, по идее, вот первое число, 1 марта, у нас должно быть 2 марта. Понимаете? Но вот это вот новолуние, оно вот первое идет и немножко так вот не раскрывается. И вы вот смотрите, когда смотрите на свои даты, когда у вас что-то случается, вы не только смотрите на календарный день, который вы запоминаете, запоминайте, какой был это лунный день, потому что это намного четче будет. Например, вам в ритуалах это очень сильно будет помогать. И вообще по жизни, да? Сколько вам лунных лет, вы знаете, девочки? Так, а вот в лунном календаре сколько дней у нас? 28, да? А вот это 3, 29, 30, 31, даже вот даже в том же, вот далеко ходить не надо. Аналитика в Ютубе считает 28 дней. Вот кто в Ютубе, да, вы знаете, 28 дней постоянно. Как вы думаете, почему? А почему не, не месяцами, а именно 28 днями? Лунный календарь, представьте себе. И вот запомните вот это число. Вот этого на самом деле, да? 1 марта, как говорится, первое новолуние. Вот когда у нас будет новолуние, у нас будет первый день весны. В прямом и переносном смысле этого слова. Не факт, что оно легко дастся, и не факт, что многие поймут, но это будет тот момент, когда убывающая луна закончится. В новолуние это когда луны не видно, и это какая-то вроде бы и кромешная тьма, которая закончится растущей луной. А на растущую луну, как говорится, мы с вами будем жить. И каждому из нас, как говорится, мы будем жить именно так и для того, для чего мы пришли в этот мир. И у каждого здесь, как говорится, функции, задачи разные. И у каждого из нас вот это обновление наше, да, проход через вот эту тьму будет для каждого свой. Но вы должны сделать вот эти не просто какие-то небольшие выводы. Сделайте вообще выводы по жизни, девочки. Вот по жизни сделайте вот эти вот выводы. Потому что вот то, что вы пройдете вот в это новолуние, и с чем вы пройдете, какие испытания у вас будут, или не будет их еще, но какие мысли у вас будут, к чему вы будете притягиваться, вот это вы увидите, вот это вот, вы увидите в полной тьме свою кармическую задачу прихода в этот мир. Все, мои дорогие, это я сейчас, может, кто-то скажет, что тут не было какой-то конкретики. Тут было конкретнее некуда. Просто я ушла именно от политической темы. Для того, чтобы у нас был с вами мир в головах. У нас, у женщин, должен быть мир, любовь в голове. Понимаете? А не то, что кто сегодня победит. Нам надо знать, кто всегда побеждает. Понимаете? Вот такие дела, мои дорогие. Держитесь. Я всех вас люблю. И все у нас будет хорошо с вами. Пока-пока.